Продолжаем наш выпуск. В редакцию YouTube-канала «Бюро» обратилась наша подписчица из Мичигана. Наталья Проскурин живет в США уже 16 лет. Родом она из России, но всех ее родных, включая родителей, уже нет в живых. Однако в сентябре этого года Наталья узнала, что родители когда-то оставили ей завещание, в котором передали недвижимость в российском городе Самара. Ну вот братьев и сестер у женщины нет. Кто сейчас живет в квартире Натальи, неизвестно. Родителей же уже нет в живых. Мало того, Наталья даже не знает, как найти то самое завещание, которое якобы ей оставили родители. И вот она обратилась в нашу редакцию с просьбой ответить на этот вопрос. Можно ли найти все-таки завещание и как это сделать? Давайте попытаемся разобраться. Прямо сейчас к нам присоединяется лицензированный юридический консультант Карина Дюваль. Карина, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что присоединились. Что бы вы посоветовали сделать Наталье или уже ничего сделать невозможно? На самом деле очень хороший вопрос. Спасибо, Наталье, за такой чудесный вопрос, потому что очень многие люди пребывают в заблуждении или в неправильном трактовании и путают дарение и завещание. Когда человек говорит, мне мама там оставила квартиру, он не всегда отдает себе отчет, оставила ли она по завещанию или она подарила. И многие, это просто эпидемия, многие считают, что если на вас составили завещание, это уже ваше. Это огромное заблуждение. Завещание — это основание для наследования по закону. Это только основание, это еще не право собственности. Основанием вы можете им воспользоваться, можете не воспользоваться. Вы можете вступить в наследство, можете от него отказаться, можете вообще ничего не делать. И ничего не изменится. И для того, чтобы вступить в наследство по завещанию, нужно, соответственно, обратиться к нотариусу в установленный законом срок 6 месяцев и собрать все документы, убедиться, нотариус проверит, что завещание не отменено, не изменено, человек не изменил свою последнюю волю. Я прослушала, или наша... Да, можете уточнить, просто тут тоже... Когда умерли родители и... Кто из родителей оставил завещание? Точно не уточняется, но вот она 16 лет, Наталья уже находится здесь, живет в Мичигане, и, скорее всего, не знаю, несколько лет назад, наверное, умерли родители, только сейчас она узнала о неком завещании. Ну так, немножко тайной все покрыто, но такой вопрос. Во-первых, есть общедоступный портал notariat.ru, туда в поиск, там есть общедоступный поиск наследственных дел, туда можно ввести имена умерших, узнать, было ли открыто наследственное дело, и если оно было открыто, то у какого нотариуса оно было открыто. И дальше, соответственно, лично она ничего не выяснит, учитывая, что она в Мичигане, все это где-то там. Но, допустим, если она обратится в наш офис, то мы все это узнаем, мы сами базу посмотрим нотариальных дел и по доверенности выясним, кто вступил в наследство и кто собственник квартиры. Может быть, если она, допустим, в этой квартире продолжает быть зарегистрирована, у меня сейчас есть абсолютно точно такое дело, когда ко мне обратилась женщина и говорит, я не знаю, что произошло с квартирой после смерти мамы, там живут какие-то посторонние люди. И когда мы сделали запрос нотариусу, оказалось, что она сама, того забыв, подала заявление о вступлении в наследство, и это просто вот люди, соседи там, поселились и живут. И выселить их, в общем, достаточно просто. Это они живут там без законных оснований. Вот. Поэтому, если там живут просто соседи, там знакомые, то это все решаемо. Если кто-то вступил в наследство, потому что если не вступил наследник по завещанию, если нет наследника в первой очереди, супруги, пережившие супруг, дети, родители, наследодателя, то призываются по следующей очереди, их, слава богу, достаточно много в российском законодательстве. Поэтому, если кто-то вступил в наследство, то надо оценивать шансы, насколько можно это еще оспорить и изменить ситуацию. Ну, в общем, это работа. Ну, а всем рекомендация: вовремя подавайте на наследство. Я только сегодня сделала пост в Фейсбуке, может быть, Денис, ты видел, почему люди обращаются в последнюю неделю. Вот просто тоже эпидемия. 5,5 месяцев они ждут, а в последнюю неделю они приходят и говорят, нам надо срочно, у нас все горит, сроки горят. Ну, а уж тем более, когда сроки пропущены, это еще сложнее.
делайте все вовремя. Да, полгода мы помним, да, с момента смерти родственника необходимо. Не знаю, ну как, да, разные бывают ситуации, но, конечно, чем раньше, тем лучше. Спасибо большое, обращаюсь к тем, кто нас смотрит. Если у вас есть какие-то дополнительные вопросы, не стесняйтесь, задавайте эти вопросы в ленте комментариев, либо отправляйте нам на почту редакцию YouTube канала Бюро, либо лично связывайтесь с Кариной. Спасибо вам огромное. Лицензированный юридический консультант Карина Деваль этим вечером была вместе с нами на YouTube канале Бюро. Мы вас благодарим, увидимся.